Привет, друзья, рад всех видеть, и сегодня у нас на повестке дня важный разбор, потому что с июля в Германии меняются правила, которые затронут бюджеты обычных семей. И вам прямо сейчас стоит знать, к каким суммам готовиться. Из хорошего сразу: детские деньги Kindergeld наконец-то поднимут до 272 евро в месяц. Сегодня мы на конкретных примерах посчитаем, сколько дополнительно евро получат семьи и почему же многие эксперты уже называют эту прибавку слишком скромной. Но сразу за этим идет еще одна важная тема для получателей социальной поддержки. С 1 июля центры занятости ввели новые лимиты на оплату аренды квартир, которые для части семей могут заметно усложнить финансовую ситуацию. А под занавес, друзья, выжмем максимум экономии для водителей. Я подскажу вам рекомендации автоклуба ADAC, как за счет обычных бытовых привычек легально оставлять в своем бюджете до 300 евро. 300 евро в год на заправках. Досмотрите до конца, эта информация может помочь сохранить ваши деньги. Итак, давайте вместе с вами сразу разберем, что изменится с налогами. Власти увеличивают планку доходов, с которых вообще, друзья, вообще не взимается подоходный налог. Этот минимум поднимут с 12 348 евро до 12 900 евро в год. Кроме того, фиксированный налоговый вычет на ваши рабочие расходы вырастет сразу аж на 200 евро и составит 1430 евро. А границу максимальной налоговой ставки, внимание, в 42% сдвинут вверх с 69 879 евро до 70 600 евро в год, чтобы представители среднего класса могли платить государству немного меньше. А официальные расчеты Министерства финансов раскрывают, какую реальную финансовую выгоду может принести будущая налоговая реформа для нас с вами, домашних хозяйств. Согласно опубликованным оценкам ведомства, начиная с 2028 года, семьи с двумя несовершеннолетними детьми смогут оставлять в семейном бюджете ориентировочно от 630 евро до 680 евро в год. Однако более детальный анализ этих цифр показывает большую разницу между различными категориями налогоплательщиков. То есть, друзья, чем выше официальный ваш ежемесячный доход человека, тем больше финансовую выгоду в евро он сможет получить благодаря предложенным правительством Мерца законодательным изменениям. Хочу также, друзья, вам привести примеры из жизни. Рядовой квалифицированный сотрудник сферы медицинского ухода или штатный водитель рейсового автобуса с базовым окладом в 2800 евро брутто снизит свою налоговую нагрузку примерно на 632 евро в год. В то же время дипломированный воспитатель детского сада или сертифицированный электрик, зарабатывающий порядка 3200 евро брутто, смогут сэкономить уже 642 евро. А вот, друзья, высокооплачиваемый школьный учитель старших классов или ведущий инженер промышленного предприятия с доходом от 5000 евро брутто получает максимальную налоговую выгоду в размере 678 евро. Для одиноких матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих детей, итоговая финансовая выгода окажется заметно ниже. И годовая экономия составит примерно от 468 евро до 496 евро в год. Причем итоговая сумма также напрямую зависит и от уровня официального дохода. Аналитики отмечают интересную закономерность, то есть почти 50% всей финансовой выгоды у полных семей формируется именно за счет увеличения детского пособия, а у одиноких родителей этот показатель превышает половину. При этом бездетные граждане Германии получают меньше финансовый эффект от этой реформы. Но за красивыми правительственными заявлениями Фридриха Мерца скрывается и другая сторона реформы, на которую сразу обратили внимание независимый эксперт. Президент Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель резко раскритиковал фискальные инициативы кабинета Мерца, назвав их большим разочарованием для многих жителей Германии. Вместо обещанной существенной разгрузки семейных бюджетов, по его мнению, предлагаемые изменения оказались скромнее ожидаемого. Сухая финансовая аналитика, друзья, показывает, что выделенный на реформу пакет в 10 миллиардов евро
составляет менее 1% от общего объема ежегодных налоговых оборотов страны. И именно поэтому некоторые эксперты уже охарактеризовали эти меры как пакет размером XXS. Больше всего критиков реформы беспокоит и тот факт, что чиновники представляют обязательные по закону изменения как самостоятельные политические их достижения. То есть базовый необлагаемый минимум и компенсацию инфляционного роста Бундестаг обязан регулярно индексировать в соответствии с действующим законодательством. Мы с вами об этом знаем. Только за счет этих стандартных механизмов налогоплательщики автоматически смогли бы сохранить как минимум 6 миллиардов евро в следующем календарном году. Ровно та же ситуация касается и перерасчета детского вычета и выплат Kindergeld. Такие изменения предусмотрены действующими правовыми нормами, поэтому правительство Мерсона обязано просто-напросто было их реализовать. Финансовым аккордом этой критики стали сроки реализации программы. Основная часть этих налоговых послаблений полноценно заработает только в 2028 году. Хольцнагель также отметил, что после столь непростых заседаний коалиционного комитета пока невозможно с уверенностью говорить о том, что нынешний кабинет будет работать в неизменном составе до того момента. По мнению Хольцнагеля, вместо более масштабной реформы подоходного налога власти вновь ограничились небольшими изменениями, не воспользовавшись разработанной специалистами Центра европейских экономических исследований ЦЕВ концепцией, которая могла бы усилить поддержку среднего класса. Но, друзья, если налоговая реформа касается далеко не каждой семьи, то сейчас речь пойдет о переменах, которые для некоторых получателей социальной поддержки могут оказаться гораздо весомее. И цифры, которые вы сейчас увидите, многих действительно заставят задуматься. С 1 июля начали действовать новые правила распределения социальной помощи. С этого момента власти Германии отменили прежний переходной период. Раньше, вы знаете, в течение первого года нахождения на базовом обеспечении государство, как правило, компенсировало получателям социальной помощи фактическую стоимость аренды жилья. Теперь этот порядок изменился. Социальное ведомство и центры занятости вводят новый предел компенсации, который составляет 1,5 местные нормы разумных жилищных расходов. Вот так. Все расходы, превышающие установленный лимит, гражданину придется оплачивать самостоятельно из своих личных средств, включая сумму базовой ежемесячной выплаты в размере 563 евро. А прямо сейчас вместе с вами давайте на примерах разберем суммы в евро реального повседневного быта в Германии. Если, друзья, в вашем муниципальном округе официальный лимит на аренду скромного жилья, например, зафиксирован на уровне 650 евро, то ведомство теперь сможет компенсировать арендодателю максимум 975 евро. Понятно? Если же человек проживает в квартире стоимостью 1150 евро в месяц, ему, конечно же, придется ежемесячно доплачивать из собственных средств 175 евро. В крупных мегаполисах ситуация выглядит еще более непросто. Например, в Мюнхене региональная жилищная планка существенно выше и составляет 911 евро. Однако и стоимость аренды там традиционно выше. При средней аренде мюнхенской квартиры в 1550 евро в месяц жителю Баварии, получающему базовое обеспечение, может не хватить около 183,5 евро в месяц, которые придется, конечно же, покрывать самостоятельно. Масштаб этих изменений подтверждает данные Института исследований занятости ИАБ. Проанализировав информацию по 192 тысячам получателей социальной поддержки, специалисты сегодня пришли к выводу, что у 35% граждан расходы на жилье уже на этапе подачи документов превышают установленную норму. Причем у многих эти суммы оказались выше даже нового полуторного лимита, поэтому дополнительные расходы теперь могут стать для семей еще большими. Новая схема вызвала широкую дискуссию и среди независимых правозащитных организаций. Представители влиятельных социальных союзов ЗООФАД и ФАУДК открыто критикуют новые ограничения, принятые Бундестагом.
Общественники предупреждают, если человеку придется оплачивать разницу за жилье из собственного пособия, его финансовая нагрузка может, конечно же, вырасти. Поэтому необходимость покрывать дополнительные затраты из базовой ставки в свои 563 евро существенно и уменьшает средства, остающиеся на повседневные ваши расходы, включая продукты питания. По мнению критиков реформы, в отдельных случаях это может привести к серьезным жилищным трудностям. Особенно такие изменения могут отразиться на наиболее уязвимых категориях граждан. В непростой ситуации могут оказаться, например, одинокие матери, пенсионеры и жители крупных немецких городов, где найти доступное жилье особенно непросто. Однако, друзья, законодательство Германии оставляет гражданам возможность защитить свои права. Социальное ведомство вправе сделать исключение и компенсировать аренду сверх установленного лимита, если же у вас, как у получателя социальной помощи, есть несовершеннолетние дети, хронические заболевания или если в конкретном муниципальном округе объективно невозможно просто-напросто подобрать жилье в пределах установленной нормы. Юристы рекомендуют своевременно направить в Центр занятости официально письменное, друзья, заявление с подробным описанием своей жизненной ситуации и подтверждающими документами. Также министерство ввело специальное переходное положение, чтобы новые правила начали действовать постепенно. Обновленные регламенты затронут не всех, друзья, жителей Германии одновременно. То есть те граждане, которые успели официально оформить выплаты до 1 июля, временно продолжат получать поддержку по прежним правилам. Понятно? Такой переходной период действует до окончания текущего индивидуального срока назначения ваших выплат. Финансовые консультанты рекомендуют также уже сейчас внимательно проверить свои документы, посмотреть выданное ведомством решение и заранее уточнить дату окончания действующего периода ваших выплат, чтобы своевременно подготовиться к возможным изменениям семейного бюджета. Абсолютно иная юридическая реальность наступает для тех жителей Германии, кто вынужден подавать документы на базовое обеспечение впервые, начиная с текущего июля. Финансовые консультанты настоятельно рекомендуют, перед тем, как отправить документы в Центр занятости Джоб-центр, проведите самостоятельную детальную проверку своего договора аренды. Друзья, вы просто-напросто откройте локальный муниципальный портал и сравните текущую стоимость жилья с официальными нормативами. Если реальная стоимость аренды превышает установленную полуторную планку, размер компенсации может быть ограничен действующими нормативами. Чтобы максимально защитить свои финансовые интересы, специалисты рекомендуют заранее подготовить письменное пояснение. Направьте в ведомство официальное объяснение, как я сказал, где буквально по пунктам распишите, почему переезд в жилье меньшей площади в настоящий момент объективно невозможен. Если же ведомство не согласилось, друзья, внимание, с вашими доводами и прислало уведомление с уменьшенным размером выплат, не спешите делать выводы. Подобные решения могут быть пересмотрены в установленном законом порядке. И помните, что у вас есть ровно 1 месяц на подачу официального возражения, чтобы оспорить принятое решение и добиться его повторного рассмотрения в соответствии с действующим законодательством. Но на этом, друзья, изменения, способные повлиять на ваш семейный бюджет, вовсе не заканчиваются. Нет, сейчас покажу информацию, которая на первый взгляд кажется обычным бытовым советом, однако в течение года способна сохранить гораздо больше денег, чем многие из вас ожидают. Итак, сегодня миллионы водителей в Германии ежедневно выезжают на автобаны на машинах с классическим дизельным или бензиновым двигателем, считая высокие расходы на топливо неизбежной платой за свою личную мобильность. Однако, друзья, специалисты пришли к неожиданному выводу: сократить расход горючего можно без серьезных ограничений в эксплуатации автомобиля и без потери комфорта во время своих поездок. Главным инструментом экономии выступает прежде всего ежедневное поведение самого водителя, то есть вас, и своевременный технический контроль ключевых узлов автомобиля. На итоговые суммы в чеках влияет далеко не скорость вашего движения, как вы могли себе подумать. Друзья, также большое значение имеет правильное давление в шинах.
показатель сопротивления качению и общее техническое состояние вашей ходовой части. Регулярный контроль состояния резины остается одним из наиболее эффективных способов снизить расход топлива. Если же взять за правило регулярно проверять давление в шинах и своевременно выполнять регулировку углов установки колес на специализированном стенде, автомобиль начинает двигаться намного эффективнее. Колеса создают меньше лишнего сопротивления дорожному покрытию, благодаря чему двигатель расходует соответственно, что правильно, молодцы, меньше топлива. Помимо прямой экономии на заправках, правильное распределение нагрузок помогает уменьшить износ элементов подвески и позволяет реже сталкиваться с дорогостоящим ремонтом ходовой части в автосервисах. Ключевой технический секрет реального сокращения трат заключается в грамотном контроле скоростного режима на автобанах. Эксперты приводят официальные результаты дорожных тестов датского автомобильного клуба FDM, который наглядно показывает, если водитель снижает скорость движения со 130 км в час до 110 км в час, расход топлива может уменьшиться примерно на 16-20%. Специалисты немецкого автоклуба ADAC также подтверждают этот вывод. Даже небольшая корректировка поведения на трассе позволяет намного, друзья, сократить расход топлива. В пересчете на год такая экономия в зависимости от пробега и автомобиля может достигать примерно 300 евро, которые останутся в вашем семейном бюджете. Однако максимального эффекта удается, друзья, достичь только тогда, когда разумный темп движения сочетается со своевременным обслуживанием колес. Езда на недостаточно накачанных шинах становится одной из причин повышенного расхода топлива. Снижение внутреннего давления в покрышках всего лишь на 20% ниже рекомендованной нормы способно увеличивать расход, внимание, топлива примерно на 5-10%, а также ухудшить управляемость вашего автомобиля и ускорить износ шин. Таким образом, простая проверка давления с помощью компрессора или манометра, занимающая всего лишь, друзья, несколько минут раз в месяц, помогает избежать лишних расходов. И еще, даже снижение давления примерно на 0,3 бара увеличивает сопротивление качанию шин, из-за чего двигатель расходует соответственно больше топлива. По данным инженеров, правильно подобранный зимний или летний комплект шин также способен, друзья, сэкономить до половины литра топлива на каждые 100 км пути. Не менее важную роль играет и плавность управления автомобилем. Частые резкие разгоны ваши, ускорение и интенсивное торможение приводят к увеличению расхода топлива, поскольку двигатель в такие моменты, что правильно, работает с более высокой нагрузкой. И еще, те премиальные сорта с повышенным октановым числом далеко не всегда дают немалую прибавку к мощности двигателя, поэтому в ряде случаев могут обернуться дополнительными вашими расходами. Еще одной невидимой для многих водителей особенностью остается использование оборудования внутри самого автомобиля. То есть многие автомобилисты забывают, что климатическая установка, максимальный режим работы вашего вентилятора, мультимедийная та же система и даже обогрев стекол постоянно потребляют электроэнергию, а генератор вырабатывает эту электроэнергию за счет механической связи с чем? Правильно, с двигателем. Поэтому дополнительная нагрузка может чуть увеличить расход вашего топлива. Чтобы сохранить лишние расходы, эксперты рекомендуют отключать оборудование, которое в данный момент не используется. Одной из наиболее эффективных привычек при движении по автобану считается поддержание стабильной дистанции до впереди идущего автомобиля, которая позволяет избегать лишних тех самых торможений и тех самых разгонов, а также движение на максимально подходящей передаче. Использование круиз-контроля на свободной трассе, системы старт-стоп в городском движении того же Нюрнберга, или Берлина, а также регулярная замена воздушного фильтра помогают, друзья, сделать эксплуатацию автомобиля более экономичной. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и вашей финансовой безопасности в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про новые налоговые пороги и повышение киндергельд до 200
272 евро, изменения в оплате аренды жилья при базовом обеспечении с 1 июля и жизненные рекомендации клуба АДАЦ по экономии семейного бюджета. Обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.